Приветики, друзья, с вами Физкультурник. А что, если я скажу вам, что в Китае выпустили раму, которая легче и быстрее, чем самая топовая западная велорама, соответственно, чем самый топовый западный велосипед? Вы поверите мне? Вот и я, когда первый раз услышал, не поверил. Поэтому пришлось купить и самостоятельно в этом разобраться. Знакомьтесь, друзья, это компания Evolve и ее модель Сима или Сима, не знаю, как правильно. Это новый производитель велосипедов из Китая. Ну, правда, действительно, с достаточно богатой историей. Evolve — это элитное подразделение компании Elite, которая делает всеми вами любимые карбоновые, не очень дорогие китайские колеса. Практически как Toyota и Lexus, Evolve — это подразделение, которое делает прям, премиальные товары для компании Elite. И вот эта рама Сима, не знаю, как правильно, это и есть то их первое и пока единственное произведение искусства, а по-другому ее и не назвать. Во-первых, посмотрите, она действительно красивая, тут с этим не поспорить. Но самое главное, почему мне стало это интересно и почему вообще я связался с ребятами, купил их раму, они мне прислали ее, я собрал ее, как вы видите, на тех же компонентах, на которых мой Tarmac SL8. Да, для того, чтобы провести максимально точное, четкое сравнение, чтобы компоненты, новые компоненты, с которыми я не знаком, они как бы не повлияли на мою оценку велосипеда. В общем, я сравнивал Tarmac SL8 мой, на котором я постоянно езжу, проехал уже 15 тысяч, даже больше 15 тысяч километров, и вот эту вот новую китайскую раму. Так вот, в одном из подкастов я услышал, что Evolve не просто сделали эту раму Сима, но они еще вложили огромное количество усилий, мозгов в это. Они отвозили свои наработки в аэротрубу. И по последним данным, вот именно вот эта вот рама не просто легче, а она чуть-чуть легче, чем S-Works SL8. Она еще и быстрее. Быстрее в аэротрубе по независимому тестированию, а не просто, в общем, какие-то бабка надвое сказала. Интересно? Я тоже так подумал. Собственно говоря, поэтому вышел этот обзор. Снова я у своих друзей в Reacto Bikes. И это, как всегда, не реклама, друзья мои. Это мой сознательный выбор, потому что за услуги ребят я плачу свои деньги. И вот здесь я встречаю Никиту. Никитос, здоровки. Здорово. Никита разбирает мой Tarmac. А разбирает он его, друзья, не просто так. Сейчас вот этот прекрасный Tarmac, на котором я проехал 15 тысяч, больше 15 тысяч километров, который на Shimano Dura-Ace. Вообще прекрасный Tarmac на колесах, замечательных, да, замечательный Tarmac станет донором для... Друзья, Tarmac станет донором для китайского нового велосипеда от компании Evolve. Именно ради этого я приехал. А вы спросите, Мишань, зачем? Какой нормальный человек разбирает топовый S-Works Tarmac прекрасного белого цвета для того, чтобы стать донором для китайца? А я вам скажу все очень просто. Вот, тестируя Elvis Falah, который есть у меня на канале, посмотрите обязательно, я понял, что невозможно тестировать раму на компонентах, которые тебе не знакомы, потому что ты не понимаешь, что именно влияет на твои ощущения. Сама рама, компоненты, колеса, группсет, то есть слишком много нового, и поэтому ты можешь сделать неправильные выводы. А так как компания Evolve делает премиальные рамы и делает рамы самого топового уровня, которые должны как раз конкурировать вот с этими прекрасными аппаратами от компании Specialized, нужно тестировать его в таком же сетапе, в котором у меня был, точнее, есть мой S-Works. Вот очень простая мысль. Так как я знаю этот велосипед, я знаю его как облупленный, я на нем проехал, больше 15 тысяч километров, и буду тестировать его в тех же местах, в которых я катаюсь на этом велосипеде, точнее, буду тестировать Evolve. Я постараюсь сделать этот обзор максимально объективно. Ладно, погнали открывать вот эту обалденную коробочку с Никитой, посмотрим, что внутри у китайца. Кстати, видел, да, у меня еще Elite Wheels пришли, но мы с тобой их потом отдельно соберем для теста. За 28 тысяч рублей купленные, друзья мои, на AliExpress Elite Wheels с очень даже интересными характеристиками. Я купил эту раму, потому что никто мне ничего бесплатно не предоставляет, кроме моих друзей из M-Gadget, которые присылают мне на тест машины. А здесь купил эту раму и написал им просто на сайте, говорю, ребят, вы в Россию доставите? Они сказали, да, доставят. Я заплатил деньги, и мне привезли.
Ох, ёшкин кошкин, смотри, какое премиальное, как коробка из-под обуви какого-то зеленого, да, такого цвета. Благородный даже. Благородно очень. Опа, аккуратненько, да, держим. Да, положим, наверное, как размывает. Давай. Нифига себе. Это, видимо, ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, друзья, это вам, конечно. Так, ну вот. Все, рамы нет. Дубль 2, да. Открываем с правильной стороны. О, блин, Никит, слушай, но выглядит он офигенно, если честно. Я даже не думал, что он настолько круто выглядит. Да. Ну, согласись? Да, и прям хочется потрогать. Офигеть. Так, держи вилку, я потрогаю. Офигеть, ребятушки. Ну, он прикольный. Качество. Офигеть. Покраски. Ну, на видео не передать, на фотках тем более, но... Вау. Это... Что здесь? Да. Вот у меня размер ML как раз. Вот видите, я ростом 182. Аккурат, у меня сантиметрик в запасе есть. Но руль у меня длиннющий, да, это 130. Потому что... Ну, я между размерами, между... Как раз вот здесь в случае ML и L, или 56-58 рамой. Поэтому я покупаю раму поменьше и вынос руля стараюсь делать побольше. Мне нравится растягиваться на велосипеде. Давай смотреть, Никит. Нет, 120 у меня руль. Как на тормаке 1 в 1 решил я поставить на всякий случай. Ну вот, по-прежнему, да, мы еще не домотали, но все-таки вот тавеловский руль, который у меня на тормаке, мне нравится пока больше всего визуально. Хотя, это, конечно, выглядит тоже круто. Подсидел без... Подожди, там написано что-то. Какой-то есть. 5 миллиметров сетбэк. Ну, нормально. Ну, она, конечно, невероятно легкая, Никит. Она невероятно легкая. Это... Взвесим. Давай взвесим раму, кстати, отличная идея. Юзермен. Здесь. Ось. Слушайте, как-то не подозрительно похоже на тормаковский ось. 1 в 1 вообще просто. Фурнитура достаточно приятная. И смотрите, это самое главное, я заметил очень надпись интересная. Там написано Ceramic Speed. Да ладно. Насколько этому можно верить? Это хедсеты? Да, Нет, здесь можно верить. SLT Ceramic Speed. Офигеть. 790 грамм, 800, да, но 790 грамм весит крашеная рама. Представьте, кстати, да, на самом деле 100 грамм краска занимает, да? Но 1180 грамм без фурнитуры. Ну, выглядит как очень многообещающе. Все параметры, то есть какой карбон уложен, какая резьба в каретке, какой хедсет диаметр. Ну, вряд ли тебя интересует, какой хедсет диаметр, но вот здесь указано. Да, UDH, видишь, написано даже Max Tire Size, то есть, типа, все есть, ребятки. Да, не больше 32. Ну да, ну как тормак, 1 в 1. Ну прям, это как бы, посмотри, вот как бы, это... Да все очень похоже. Да, то есть вообще вдохновлялись они, ну то да, как бы это убийца тормака. Визуально пока никаких огрехов не видно. В принципе, покраска хорошая. Даже у некоторых итальянцев я видел наплывы краски с премиум брендами бывают огрехи. Здесь визуально никаких нареканий нет. Внутри посмотрите. Все я показывал, прилично. Да, там идеально вообще просто все как будто, да. Просто идеально. Просто идеально. Я очень часто доставал даже со сворксов, здесь из каретки просто формовочные пакеты. У нас все чисто, все культурно. UDH у нас даже смазан. Поэтому дальше уже покажет сборка, в процессе поймем, как это все собирается, как это все встает. Но первое впечатление очень приятное. Так что я думаю, сделаем красиво. Так, ну все, оставил и Волф, и тормака в надежных руках Никиты. Никита сам приехал, чтобы мне помочь собрать. Ну, конечно, фантастика. Качество вообще не ожидал. SSR 8 в полной боевой раскраске. Сейчас он разобран полностью. Снимаем мерки фита и переносим на новый. Соответственно, сетап основной Миши будет дюра 12-скоростная и колеса Envy на покрышках GP5000 ASTR дадут бескамерно. Насчет того, что велосипед действительно эксплуатируется, да,
Вот такие моменты тоже есть. То есть можно, в принципе, понимать пробег велика, учитывая, что мы его регулярно перебираем и обслуживаем. Он эксплуатируется в нещадных условиях. Вот такая красота. По качеству исполнения, еще раз пройдемся, никаких нареканий не вижу. Корректно достаточно хорошо отторцована. Торцевать ее дополнительно не надо, по рулевой тоже аналогично. Сами посадочные внутри аккуратные, без каких-либо проблем. Шток тоже приличный. Подседельной трубе все прилично. Никаких наплывчиков нету. Красиво, чинно. Да, мне очень, конечно, забавляют надписи. То есть это прям приятно, когда есть такие уточнения по фиту. Посадочные тормозов вполне. Юдяж еще не раскручивал, но визуально мне все нравится. S-Works, значит, у нас оси перед-зад, руль, небольшой пенек, но ничего страшного. Штырь, резиночки, все болты. Чуть грязи осталось, но я уже устал, честно говоря, его мыть после перевозки на крыше. Рулевая, якорь, тут все в сборе. Соответственно, 1.84 у нас на весах. Опа. А тут-то мы выиграли. Сет у нас аналогичный. Оси перед-зад. Рулевая с рулем и с передней осью. Болтики все тоже на месте. По конструкции подседельного штыря у нас батарея, если заходит, то прям очень плотно. То есть я бы не стал бы на самом деле так ее оставлять. Плюс в комплекте есть вот такой вот маунт. Он вставляется сюда. И, если я правильно понимаю, то батарея у нас будет находиться вот примерно в таком положении и здесь в подседельной трубе. Поэтому вот так вот это будет жить внутри рамы. В целом, из минусов это ограничивает самое низкое положение штыря. Возможно, кому-то придется подобрезать штырь, чтобы утопить батарею ниже. Рулевая Ceramic Speed. Достаточно аккуратно сделано, красивенько. Все, проставочки приятные, хорошие. Все с серийничками. Закончили сборку Evolvo. Вот такая вот красота получилась. В принципе, фидбэк положительный. Никаких критичных моментов по торцовке нету. Проводка внутренняя легла отлично, без нареканий. Как в вилке, так и в рулевой. По рулю тоже. Все супер, проложилось, встало очень аккуратно. Все красиво. И велосипед уезжает на тест-драйв под нагрузкой. Друзья, в общем, если честно, после сборки мне всегда первый раз очень тревожно и как-то, не знаю, страшно садиться на новый велосипед. Не знаю почему. Вот каждый раз, когда сажусь на новый велосипед, какие-то эмоции такие нервные в начале. Ну, ладно, чего бояться, погнали прокатимся на этом китайском супер-чуде. Очень сильный боковой ветер, прям порывы, но потрясающе стабильная рама. Как будто даже стабильнее SL8, потому что колеса те же. Потрясающая стабильная рама. Как по рельсам едет, просто очень уверенно себя чувствую при любом ветре. Офигеть. Кайф, конечно, из-за веса, из-за самой рамы конструкции, конечно,
абсолютно потрясающе на нем ехать в любые горочки. Любой градиент, такой типа, да, кайф, градиент. Офигеть. Очень приятная рама. Нет, ну окей, так, сегодня потренировался на нем. Тренировка получилась не очень, потому что, во-первых, дует сегодня просто жуть, вообще порывы ветра некомфортные. Во-вторых, ноги у меня вата. Но сам вел, конечно, производит пока что очень приятное впечатление. Рано еще делать какие-то большие выводы. Надо покататься подольше, надо... Ну, пока, вот, честно, кайф. Самое интересное, конечно же, это их white paper. White paper — это такая бумага или такой документ, который делается по итогам производства, то есть как они придумали велосипед, как они его тестировали, какие результаты получили и так далее. И, например, если посмотреть white paper у Specialized, последний про Tarmac SL8, это какая-то рекламная просто бумажка, то что тут чуть быстрее, тут чуть как бы легче, непонятно с чем сравнивают, непонятно какие метрики, непонятно какой скорости тестировали, непонятно где тестировали и все остальное. То есть как бы сами себя проверили, сами молодцы. А вот здесь вот прям серьезная работа. Я сейчас покажу, это как бы английская версия, есть китайская, она более расширенная, там показано гораздо больше деталей. Если хотите забуриться, забуритесь, обязательно напишите в комментариях, может быть, я что-то упустил. Но вот английская версия, она чуть больше, более рекламная, она больше рассказывает про то, что вот они большие молодцы, уже больше 12 лет в индустрии и вообще хотели сделать велосипед, который вот UCI и прям лучше всех на свете. Самое главное, они показывают, что их основной идеей была в том, чтобы не просто внутри у себя где-то протестировать на заднем дворе завода и сказать, а вот по нашим внутренним тестам мы самые быстрые. Нет, они отправились в аэродруму к независимым специалистам, взяли Tarmac SL8 как главного конкурента и тестировали один в один Evolve Sima против Tarmac SL8. И вот это очень интересно, да, то есть они как бы не скрывают, против кого они тестировали, они не скрывают параметры, на которых они тестировали, то есть все сделано достаточно профессионально. Вообще, в целом, если хотите посмотреть буклет, там про цвета, про геометрию рамы, это все, конечно, очень интересно. Самое главное еще из нюансов, что они показывают, что они больше 12 раз переделывали раму для того, чтобы добиться тех результатов, которые есть. И у них показано, как вот плавали параметры веса, жесткости, аэродинамики и так далее, с которыми они работали до тех пор, пока они пришли к вот тем показателям, которые есть сейчас. Но вот самое интересное, конечно же, это тест по сравнению с Tarmac SL8. Важно, что они как бы заморочились и сделали все действительно круто с точки зрения тестирования. Они взяли раму Tarmac SL8, взяли раму Evolve Sima и поставили на них одинаковые компоненты. То есть и там стоит их эволовский руль, вот как там Креуза называется, вот, в общем, их эволовский руль, их эволовские ботлкейджи и бутылки. И оказалось на самом деле, что с обычными круглыми бутылками на скорости и с этим Креуза рулем на скорости 45 км в час, такая обычная скорость для кофе-райдера, вы понимаете, а Evolve Sima экономит 1.24 ватта, то есть целый 1 ватт вы экономите на Evolve Sima по сравнению с Tarmac SL8. Ну а если вы поставите на Evolve Sima не обычные бутылки, а их аэробутылки, которых, кстати, нет в продаже, они только будут осенью, но я очень жду, очень будет интересно посмотреть на их аэробутылки, то тогда экономия может достигать почти 5 Вт, 4,74. И все это протестировано действительно в очень крутых условиях, действительно те данные, которым очень можно доверять. То есть получается, что вы можете купить раму, которая почти в 2 раза, чуть больше, чем в 2 раза дешевле, чем рама S-Works Tarmac SL8, и которая будет чуть-чуть на пипулечку, на пипочку, но быстрее, чем как бы лучший в мире велосипед Tarmac SL8. Вот такие пирожки. И очень круто. Я вот первый раз вижу от китайского производителя настолько детальный и прям замороченный white paper. Это прям инженерная работа, показана досконально. Дальше они рассказывают про жесткость, да, что у них в целом жесткость рулевого стакана чуть ниже, точнее даже не чуть, а ниже, чем у Tarmac SL8. А жесткость, например, кареточного узла у них выше. То есть такой вот интересный микс. Каретка жестче, рулевой стакан менее жесткий. Интересно, как бы, да, вот напишите, что вы думаете по этому поводу. Я даже не знаю, как сказать, наверное, для спринта это хуже, потому что у тебя руль больше флексит. В общем, не знаю, не могу ничего сказать. Ну и по весу, да, вот 16 грамм разницы между размером М у Симы и 54 у Tarmac у окрашенной рамы. На 16 грамм легче
на 1 ватт быстрее на скорости 45 км в час и на 2500 дешевле. Прикольно. Про все они рассказывают, что неокрашенная рама весит 650 грамм. Кстати, очень прикольно, если вы любитель собирать суперлегкие билды, можно, наверное, у них купить неокрашенную раму и собрать что-нибудь там 5-килограммовое. Вот. И в целом про материалы, про то, что у них Ceramic Speed стоит в рулевом стакане, вот это все. Да. То есть все они рассказывают, показывают. Рекламную брошюрку, но в целом, говорю, есть китайская версия, обязательно дам на нее ссылочку, которая более подробная, где показано прям углы нагрузки при тестировании и все остальное. Тоже обязательно посмотрите. Вот такие, друзья, дела на самом деле. И, если честно, это прям круто. Потому что, во-первых, мы видим действительно крутую инженерную работу. Не просто взяли раму тормака, скопировали, чуть-чуть тут обрезали, тут добавили карбон и сказали, вот у нас новый велосипед такой же быстрый, только дешевле в 5 раз. Нет, они провели огромную инженерную работу, они долго делали этот проект. Он действительно получился крутой по всем параметрам. Это действительно велосипед, который по независимому тестированию показывает офигительный результат. Ну, на мой вкус, это очень крутой прецедент для всего рынка, что китайские инженеры могут теперь не только копировать, но и создавать действительно очень серьезные инженерные решения. Китай — это не просто, где ребята берут чужие молдинги, да, из них клепают тысячи велосипеды дешевле рынка, а это то место, где могут создаваться новые инженерные штуки, которые двигают велоспорт вперед. Тут на 1 ватт быстрее, там на 15 грамм легче, и так, глядишь, через пару лет на самом деле убегут уже до каких-то прям сильно значимых цифр. Круто. Друзья, это Андрей. Андрей делает лучшие в России карбоновые гравийные велики Сайер, который называется «Производство в Петербурге». Давайте у Андрея, как у профессионала, спросим, что он думает про вот эту вот раму. Я вообще первый раз вижу эту раму. Пойдем посмотрим. Я даже не знаю, как этот бренд называется. Но если прищуриться, закрыть глаза и отойти на метров 20, то как будто бы спэш. Похож. Да, все, пока все, что я могу сказать. Ну вот, а по ощущениям, ну то есть давай, вот ты увидел этот вел, тебе сказали, вот смотри, Андрей, что думаешь? Хороший вел, дешевый, дорогой, что с ним? Ну, по колесам Энви кажется, что это не дешевая штука. А если убрать колеса Энви? А что там в комментариях меня заклюют, если я скажу, что это китайское барахло? Да нет, ну говори, что думаешь, ну что? Я не знаю, что про это думать. Я как бы первый раз это вижу, вообще без понятия, что это за бренд. Вот, я тебе могу про европейские и американские бренды рассказать, а тут... Не, ну вот смотри, это же тем более интересно. Он похож на все сразу и не на... Он похож на все сразу, давай так это скажем. Вот. Но сильно похож на спэши, как будто бы он претендует на что-то дорогое, но, зная китайцев, он может стоить в фреймсет 1000 евро. А мне знаешь, что он напоминает? Вот я сейчас понял. Например, Scott Addict, ты прав, новый, который RC, который вот ультралегкий. Он все напоминает сразу, абсолютно все. Ну, кроме Canyon, наверное. Canyon более острый, такой угловатый. Супер классические формы, да? Да, причем из десятых. Вот так, он напоминает все из десятых. Когда вот только, даже кабель как будто хочется ему добавить. Да? В общем, смотри, эта рама стоит $2200. Она весит в неокрашенном состоянии 675 грамм. Неплохо. Да, это все карбон, 1100 карбон. И в окрашенном состоянии мы ее взвешивали, она весит меньше 800. И я тебе скажу так, вот первое впечатление, я на нем проехал чуть больше сотки. В общем, он едет как SL8, один в один. После Фьюри прокатишься на Сайер. И поймешь, что такое хороший велосипед. Да? Нет, серьезно, вот этот велик едет как... Но мне очень круто, что вот ты, как человек, который занимается великами, увидел этот как бы велосипед такой, типа, ну, типа, без эмоций. Да, абсолютно. Нет, так, дженерик. Такая бланковая рама такая, знаешь, как белая бланковая футболка. Прикольно. Кайф, спасибо. В общем, лично мне, друзья, очень важно, какие эмоции вызывает вело. Мне сейчас нужно тренировку, как 3 с лишним часа, больше соточки проеду. И вот я хочу на этом велосипеде поехать на эту тренировку. То есть, если бы у меня был какой-то другой велосипед, например, тот же Elvis аэродинамический палат, я бы думал, блин, тяжело будет терпелово и так далее. А здесь прям вот такая вот работка сегодня. На нем хочется кататься. Это тоже очень интересное наблюдение, хотел с вами поделиться. Все, ребятки, вот сделал тренировочку, 3 часа.
101,5 километр, 33,9 средняя, чуть больше 200 ватт средняя, нормализованная там по 210 примерно, наверное. В общем, хорошая для меня сегодня темповая работка была, то, что надо. И самое главное, что я делаю такую темповую работку, не вставая с велика. То есть для меня очень важно, чтобы велик позволял комфортно провести на нем 3 часа, сделать все виды работ, пить, есть и не останавливаться, потому что у тебя что-то затекло, болит и так далее. И вот, пожалуйста. Сима и Вольф. И Волф, несмотря на то, что ужасная, отвратительно ветреная погода, очень тяжело держать баланс, постоянно порывами ветра трясет, сдувает. Блин, велик не подвел. Не подвел. Знаете, пока записывал видео, еще подумал, для кого это может быть рама прям идеально подходящая. Вот если у вас, например, сын или дочь занимается велоспортом, и вы хотите, чтобы они катались на самом топовом оборудовании, но при этом, чтобы не было вот этого понтореза в плане а у тебя S-Works или не S-Works, или у тебя там топовый S5 Cervelo или не Cervelo, или Pinarello не Pinarello, то есть чтобы они действительно имели топовое оборудование, но при этом сверстники, но при этом они как бы, ну, вы их не баловали, по мнению окружающих, то вот это прекрасный вариант. Это вот первый вариант. И второй, наверное, вариант туда же, что если вы сам гоняетесь, и вы не хотите быть как большинство ребят, кто гоняется на S-Works, Pinarello или на там, Cervelo новых, да, при этом получать сопоставимый уровень по качеству, это тоже отличный вариант. Так, друзья, в деке смотрите, что я забрал. Ништяки приехали от Bjorn. Блин, какой мешочек. Так, а что в нем? Сейчас покажу. Нет, не покажу, друзья, потому что для этого нужно подписаться на канал, потому что это будет в следующих роликах. В общем, круто. Ждал? Прям офигенно. А еще вот супруга хотела у меня Aura Ring кольцо. Тоже будет от нее обзорчик на канале и в телеграм-канале. Поэтому на телегу тоже подписывайтесь. Так, друзья, пока, в общем, я из дека выхожу и радуюсь своим супер ништякам от Bjorn, расскажу важную штуку. Я раму Evolve Sima заказывал из Китая сам лично. Но в России уже есть ребята, которые возят. Например, в Москве Иван Чепрасов привез раму, собрал на ней полный вел и любезно предоставил его на тест моим друзьям Никите и Жене из команды Hotline. В отличие от меня, Никита и Женя мастера спорта, действительно очень сильные велогонщики, соревнующиеся атлеты, которые показывают самые высокие результаты, ну, по крайней мере, в рамках нашей страны. И вот их-то мнение очень интересно узнать про этого китайского убийцу Тормака. Всем привет, меня зовут Никита Разумов, и мне недавно предоставили на тест велосипед от китайского производителя Evolve. Это Evolve Sima. Предоставил мне его любезный Иван Чепрасов, который сейчас занимается как раз-таки поставкой тип моделей и не только их, но далее покататься на нем, затестировать, сравнивать я буду со своим боевым конем S-Works SL8. Отмечу, что он у меня максимальной комплектации, полностью на керамике, на топовых колесах Raval. И Evolve тоже на дюресе, но колеса я ставил свои Raval сюда для более-менее объективной оценки. Но отмечу, что у меня велосипед был с базовой посадкой, я не опускал руль, не ставил его под себя, то есть оценка такая будет неполноценная. Что могу сказать по поводу ездовых характеристик? Под ногами, когда ты ускоряешься над седлом, прикладываешь свое максимальное усилие, он ощущается полегче, чем SL8, и по весу, вероятнее всего, легче будет, из-за этого такие ощущения. По жесткости, наверное, он приближен к SL7, у меня тоже был опыт езды на SL7, и SL8 точно жестче, чем Evolve Sima. По данным ездовым, вот то, что я могу отметить, по управляемости, конечно, SL8 намного ярче ощущения дает, он более сбитый, более маневренный, чем Evolve на больших скоростях. То есть, когда ты едешь спокойно, ты этого не ощущаешь, как только скорость поднимается выше 40 км в час, ощущения в управляемости, они высокие, высокая разница.
Но можно это все скинуть, конечно, на то, что посадка тут не моя. Я, естественно, в боевых условиях при прочих равных его не тестировал. Поэтому вот как есть могу рассказать вам. В целом я впечатлен тем, насколько этот велосипед хорош за свою ценовую категорию. Поэтому, конечно, с топами, наверное, сравнивать пока не могу. Но для себя скажу, потому что опыта у меня езды на разных велосипедах было много. И, наверное, вот Спеш для меня пока это лучший выбор. Всем спасибо. Всем привет. Поделюсь немножко своими ощущениями от езды на велосипеде Evolve. В общем, начну с плюсов. Что мне понравилось, это то, как он себя ведет при езде над седлом. То есть прям велосипед уверенный, жесткий. Чувствуется, что действительно, наверное, карбон хороший. Никакой мягкости в нем не чувствуется. То есть прям, наверное, давить какие-то спринты на этом велике можно более чем уверенно. Форма велика сама похожа очень сильно на Tarmac. Вот, как раз на котором я езжу. И, наверное, скажу, что все-таки отличия есть. В управлении Tarmac явно выигрывает. То есть, если на Тармаке ты едешь по ощущениям максимально прогнозируемо, очень ровно, то есть велосипед ведет себя ровно так, как он должен, наверное, себя вести, то с Evolve такого ощущения нет. То есть есть чувство некоторой нестабильности в управлении. Плюс по накату, наверное, не могу сказать, что четко прочувствовал, есть ли какое-то отличие, так как катался на других колесах, на клинчерной резине, и ощущение от нее, наверное, чуть хуже, чем от бескамерки, которая стоит на моем велике. Вот. Главный, наверное, минус для меня пока что это его внешний вид. То есть хоть формы и похожи, но все равно, смотря там на какой-то китайский велосипед, в частности Evolve, у тебя нет большого желания купить такой велик, сесть на него, поехать какую-то гонку. То есть пока что, конечно же, те бренды, на которые мы привыкли ориентироваться, такие как Specialized, Pinarello, Cervelo, Canyon и так далее, они уже в нашей голове создают некоторую картинку хорошего гоночного велосипеда, чего нет сейчас у китайцев. И даже сам дизайн, сама краска, как ребята красят свои велосипеды, она пока чуть явно отстает от ранее названных брендов. Вот, возможно, они сейчас делают уклон все-таки в пользу качества сборки своих велосипедов, потому что по самой комплектации рамы, то есть как они ее поставляют, насколько там, наверное, качественно используется карбон, наверное, вопросов нет. Но по внешним характеристикам велосипед явно пока что уступает европейским брендам, и нет такого ощущения привлекательности какого-то, что ли, в велосипеде. Вот, что является, наверное, одним из, в принципе, двух моментов, которые мы используем при выборе рамы. То есть это ездовые характеристики и внешний вид. Вот во втором пока что они явно уступают. Я думаю, если для кого-то эта характеристика не так важна, то, может быть, можно рассмотреть такой велик, как Evolve. Лично для меня это является достаточно важным фактором, поэтому, не знаю, то есть такой пока что велосипед действительно на некоторого любителя, скажем. Так, друзья, какой тест элитного китайского гоночного супервелосипеда конкурента самым главным американским супербайком, если на нем не покатается любитель Вика, правильно? Любитель Вика. Вот Вика уже на Evolve. Вик, подожди, куда? Рано еще. Все, уже уехала. Это не велик, это, ребятки, шимановские тормоза, дюрейсовские у нас чуть-чуть барахлят. В общем, почему важно, чтобы покаталась Вика? Потому что в целом, Вика как раз любитель, который катается несколько раз в неделю, уверенно может проехать соточку, при этом не тренируется, не занимался никогда велоспортом. И для нее велосипед — это про кайф, про кофе-райд, про удовольствие, про компанию, но никак не про спортивное достижение. Вот что она думает про этот велик, вот вдвойне интересно узнать. Конечно, Вика, как любой нормальный любитель велосипеда, сразу хочет себе купить S-Works SL8, чтобы было модно, красиво и удобно. Но вот узнаем, что она думает про китайский Evolve.
Сразу поехали в горку, потому что Вика, как настоящий любитель велоспорта, не любитель велогорок. Вот. Их любят только те, кто тренер. А теперь Никита, который явно не по размеру больше, а вот я там не достаю его педали на велосипеде, сел на Evolve, и он уже смотрится просто как на цирковом велике. Если что, я вешу подсотку, поэтому сейчас мы проверим, насколько это качественно. Если что, я лично собирал, Все, в точку ушел, я тут не могу. У меня рама сильно большая, я протянусь. Вот так вот, друзья. Не ездите на велосипеде, на котором высота седла на 3 сантиметра больше, чем у вас. Так, друзья, еще очень важная штука, о которой обязательно нужно поговорить, это, конечно же, геометрия. Правильно, и не та, которую вы в школе проходите, а геометрия велосипедов. В общем, открываем сайт Bike Insights. Я вот здесь сравниваю обычно геометрию велосипедов. Конечно, как основу выбираю свой Tarmac SL8 56 размера рама и нахожу Evolve Sima размера ML. И именно размер ML посоветовал мне сам производитель, потому что я сказал, на каком сетапе я езжу, и они сказали, какой мне взять. Вот у нас получается размер ML. Тут, кстати, будет несколько нюансов, поэтому послушайте внимательно, это важно. Изначально я думал, что геометрия Evolve Sima списана практически один в один с Tarmac, что просто взяли, скопировали с минимальными косметическими изменениями. И я такой вывод сделал на основе, смотрите, рича и стека. Да, то есть стек всего на 3 мм меньше, рич на 5 мм меньше. У 56-го, точнее у Симы и ML по сравнению с 56-м размером Tarmac, это, конечно, совершенно незначительные параметры, которые, по сути, никак не влияют ни на посадку с минимальным изменением, да, ни на поведение и управляемость велосипеда. И казалось бы, вот он, в смысле, просто вот один в один. Но когда начинаешь взрываться, оказывается, что все не так просто. Главное отличие, на самом деле, заключается в том, что колесная база у Симы меньше почти на 13 мм, 1,3 см. Ну, казалось бы, что такое 1,3 см, да, друзья мои. Но, с другой стороны, это достаточно много. То есть на высокой скорости может быть более нервная управляемость, да, то есть из-за того, что короче колесная база, он должен как бы лучше поворачивать резко и лучше вписываться в повороты, но если на большой скорости вы стараетесь им рулить, рулежка становится более такая нервозная, что ли, более такая... Ну, вы поняли. И на самом деле от этого обусловлено абсолютно все, да. И здесь чуть-чуть другие наклоны и рулевого стакана, и подседельной трубы. Если подседельная труба вот на полградуса, она как бы более вертикальная, получается, что ты как бы чуть ближе сидишь к каретке, да, а с другой стороны, при меньшей колесной базе, получается вот этот другой баланс велосипеда, совершенно не тот, который ты привык на Тармаке. И, наверное, об этом говорили ребята, Женя с Никитой, что он по-другому рулится на высокой скорости. Я на такой высокой скорости не рулю велосипедом, я обычно прямо на нем еду. Вот, но они, как гонщики, точно лучше это все понимают, особенно на Крылатском, где вот эти спуски и подъемы можно развивать на горках очень-очень высокую скорость. И когда ты вписываешься в поворот, ты гораздо острее чувствуешь, как рулится велосипед по сравнению с плоской приморкой, на которой катаюсь я. И вот казалось бы, что уже, да, другая геометрия велосипеда, и что, кажется, что не так. Но на самом деле, если бы я заранее сделал это упражнение и не ленился бы, и посмотрел, например, размер L, оказалось бы, что у размера L рич, всего на 2 мм больше, чем у 56-го размера Тармака, стек на 15 мм выше, а что круто, потому что можешь убрать спейсеры и, по сути, получить такую же посадку, как на Тармаке, только без спейсера. Будет более элегантно смотреться велосипед, будет такой утопленный в раму вынос, будет гораздо круче смотреться. И вот здесь, вот смотрите, wheelbase совершенно одинаковый. То есть у размера L, а не ML, wheelbase точно такой же, как у 56-й рамы. И трубы, да, угол наклона труб и рулевого стакана тоже совершенно одинаковый. То есть получается, что на самом деле, если я хочу сохранить вот управляемость велосипедом, которая есть, который мне нравится у Тармака, нужно выбирать как бы другой немножко размер. И поэтому недостаточно просто ориентироваться на вот эти, вот от такого роста по такой рост, бери такую-то раму у производителя. Нужно смотреть
особенно если вы уже хорошо сидите на велосипеде, вам нравится, как он рулится, как он управляется, нужно смотреть на вот такие данные по геометрии. О чем это все говорит? А это говорит о том, что на самом деле Evolve не списали геометрию с Тормака, они сделали свою геометрию, которая в чем-то лучше, потому что ты, по сути, при той же колесной базе можешь получить выше стек. Выше стек — это как бы современная тенденция, даже гонщики Pro Tour поднимают себе руль, чтобы можно было дольше сидеть в аэропозиции. В общем, они сделали интересный велосипед, но надо было, вот я уже понимаю, что, конечно, мне больше подошла бы элечка размер, а не ML. По крайней мере, на нем я точно бы чувствовал себя чуть более так же, как на Тормаке. Но это еще раз говорит о том, что на самом деле рама продумана и сделана очень-очень дотошно, очень-очень интересно. Покупаете дорогой велосипед, не поленитесь, потратьте чуть больше времени, забуритесь в геометрию. Это важно. В мостик я вышел 950 ватт, и могу сказать точно, что по жесткости рамы она вполне. Единственное, что мне не понравился руль, как будто он подо мной прям сильно флексит. Руль мягкий. То есть кареточный стакан жесткий, нормальный, то есть 950 ватт, без каких-либо нареканий он выдержит. Руль жидковат был, то есть я прям чувствовал, что у меня именно передняя часть ходит, хотя, резина накачана нормально. Это не резина, это не колеса, потому что на энгельских я катался, я им доверяю. Вот, в принципе, окей. С горочки ехал в районе полтишка. Раму не парусит, то есть, в принципе, она держится достаточно уверенно. Конечно, не моя ростовка, поэтому объективно насчет управления я сказать ничего не могу, но мне как будто бы не нравится угол стакана. Я не чувствую уверенности именно при повороте руля, при повороте рамы. Так, в принципе, шинка. Кстати, я не знаю, Миша взвешивал, не взвешивал. Я отдельно на видосе взвешивал раму, и она вышла порядка 50 грамм легче, чем SL8, который у нас был S-Works, да, на таком же сетапе. Я думаю, что в сборе она будет как раз чуть-чуть, знаете, как китайцы любят, чуть легче, чем топовый спеш. На 20 грамм? Да. Так и есть на самом деле. Так а что в целом ты вообще взял бы себе? Нет? Или кому бы взял, Никитос? Вот ты человек, который видел... 5 секунд. Вот ты человек, который видел миллион велосипедов. Сам катает вообще на абсолютно легендарном черном матовом Венже, друзья. Венж по-прежнему едет. Модель 2001, да, наверное, Никит, года? Какого 2001? В 2001 я родился только. Ой, 21 года. Да, 21 года. Да, едет по-прежнему. Ты видел миллион велосипедов, собирал 1000 велосипедов. Сам как бы спортсмен. И как бы и любитель, и профессионал, кем только не был. Скажи, вот взял бы ты себе такой вел Evolve? Или и кому бы ты его мог точно рекомендовать? Для кого этот вел? Я думаю, что это велосипед пока что должен пройти, так сказать, тест в полевых условиях. То есть ему нужно время настояться, нужно время на проверку, возможно, в гоночных условиях, просто спустя год. Наверное, сейчас я бы взял этот вел как второй, то есть не как основной вел, а как, допустим, второй вел для каких-то более длительных покатушек, потому что брать его, наверное, в какие-то важные соревнования, жесткие спринты, я бы побоялся, честно. То есть вел не обкатанный, вел нового производителя, наверное, пока нету к нему, возможно, доверия. Но, опять же, это как с китайскими машинами. Сейчас первое время все боятся, все думают, что запчастей нету, а через лет 5-10 только на них будем кататься. Поэтому ему точно нужно дать шанс, на нем точно нужно покататься в различных условиях, в горах, посмотреть на большом промежутке времени, как он себя будет вести. Я думаю, что есть все шансы. Вот, опять же, вопрос руля, он решаемый. Ты всегда можешь поменять, поставить хоть сворксовский руль любой, какой ты хочешь. Тут все стандарты самые обычные. Подсидел тут тоже, мне кажется, классический. Проблем найти офсетный, безофсетный и под себя велик подстроить. И на самом деле, будет решать, конечно, рынок ввиду отсутствия каких-либо других производителей и доступности китайских. Почему бы и нет? Я уже говорил, я купил этот вел прям непосредственно с их официального сайта. С доставкой в Россию. 3 недели под ключ, все про все. $2200 рама. Вместе с рулем со скидкой получилось что-то в районе $2400. Если мы говорим про конкурентов, наверное, рама только у обычного спеша SL8, не S-Works, она стоит 3,5 только рама стоит. Хорошо, 3 можно взять, да? То есть и тут как бы вопросики возникают. Тебе в комментариях
комментариях задавали момент насчет того, что вот ты берешь какой-то топовый европейский бренд, и у тебя есть некоторые сложности с покупкой. Вопрос: сложности с покупкой и, допустим, оплатой этого велика были какие-то? Ты оплатил российской обычной картой? Карта дружественных республик СНГ у меня была для того, чтобы оплатить этот велосипед. Но в целом я сейчас знаю, что много дилеров есть, которые могут привезти в Россию, да? Да. Будем ждать, на самом деле, появления дилеров. То же самое, как много сейчас китайских производителей есть. В Москву спокойно приезжаешь, из большого модельного ряда выбираешь. Поэтому напишите нам. Давайте, друзья, объективно. Формы, конечно, у велосипеда очень красивые. Классический велосипед. Все очень элегантно, убрано. Не коснулись его современные аэротренды. Нет высокого, глубокого стакана, нет широкой нижней трубы. Все очень так выглядит, как будто велосипед вне времени. То есть дизайн у него, конечно, супер классический. 32-я резина, по зазорам все прекрасно. Везде есть куча места. Я не думаю, что влезет больше, но в целом вот все углы, все выглядит очень-очень элегантно. Очень красиво. Даже со спейсерами выглядит тоже все очень приятно. Велик мне понравился больше, чем Элвис. Мне нравится, что он легкий, в нем приятно ехать, достаточно комфортно, несмотря на то, что он, мне кажется, для длинных дистанций предназначен больше, чем Endurance. Я бы прокатилась на нем сутку, посмотрела бы, преднастроила бы под себя и смело поехала сутку тестировать дальше. А что с горками и попробуй, ты пробовал еще навалить? Что по этому поводу? В горку тяжеловато, он как Элвис, его достаточно сложно держать, он как трековый вело, для меня лично в сравнении. Что ты имеешь в виду? Жестковато. В смысле, его прям надо держать, чтобы заезжать на горку. Может, я просто не такая сильная, я не знаю. Но навалить на нем было прикольно. В общем, лайк? Лайк. Свой бы поменяла? Я бы подумала точно. Я бы свой облегчила и тогда бы точно сравнила. Потому что мой тяжеловат в сравнении с этим делом. Давай вот еще поговорим про внешний вид. Что ты думаешь? Мне он очень нравится внешне, потому что он достаточно минималистичен. В отличие от Элвиса с его уродской окраской просто и такими буквами просто. Очень минималистично, модненько, я бы сказала, даже немного по-девчачьи. То есть он идеально подходит девочкам, серебристый красивый цвет. И да, мне нравится, что там небольшие надписи. За это лайк. Ну смотри, а он дорого выглядит или дешево, или средний, или как? Вот он как-то, есть вот во внешнем виде ценник учитывая, потому что когда ты видишь надпись S-Work, все такие, понятно, это как бы... Да, это бренд уже, который годами сформирован. На любой бренд можно налепить ценности, даже на такой брендинг, и он смотрится реально очень хорошо. И еще, конечно, очень хочется поговорить с вами, друзья, о цене. Потому что у меня сейчас, конечно, просто я взял все оборудование, снял с SL8 и переставил на Evolve Sima. С одной стороны, получился очень крутой тест, потому что я сравнивал раму с равой. С другой стороны, конечно, это точно не оптимальный билд. Ставить на раму, которая стоит $2000, колеса, которые стоят больше $3000, я про свои Envy, это такое себе развлечение, да? Поэтому давайте попробуем с вами просто представить, чего у нас может быть. Во-первых, рама плюс руль стоит $2500. Конечно, что еще очень важно? Правильно, конечно же, группа. Да, для того, чтобы мы имели хорошую, красивую группу, на которой можно соревноваться, на которой можно ездить, которая не подведет, которая шикарно щелкается и так далее. Кто-то скажет, что достаточно, с учетом веса этого велосипеда, 105-ка Shimano DI, которая стоит сейчас $800. Идеальное предложение просто вообще. Но я считаю, раз мы с вами собираем супер гоночный велосипед, то, конечно, нужно брать Ultegra. Ultegra офигительный вариант, легкая, крутая, практически ничем не уступает. Да ничем она не уступает Dura-Race, на самом деле даже профессиональные гонщики, я думаю, что не разберутся. А не так давно в Британии чувак выиграл гонку Pro Tour на 105-ке DI. В общем, друзья мои, что 105-ка, что Ultegra, что Dura-Race абсолютно одинаковые по крутости. Давайте сделаем и тот, и другой вариант. Да, вот мы прям посчитаем, сделаем оптимально.
рама и рама у нас и там 2500, ничего не меняется, потому что мы на раме не будем экономить ни оптимально, ни на круто. На круто мы ставим Ultegra, это $1400 сейчас со скидкой. А здесь 105 Di. Пишу я, конечно, так же плохо, как на велике катаюсь. Она стоит $800 сейчас. Ну, вообще, пока Shimano не выпустила обновление, пока надо, кстати, брать, реально, пока Shimano не выпустила обновление, у них сейчас очень крутые скидки, и по-прежнему это очень хороший группсет. Окей, разобрались. $1400 Ultegra, $800. Почему 1000? В общем, рисовать что-то на доске не моя сильная сторона. $800 за 105 Di. Дальше мы переходим к колесам. Колеса очень важно. То же самое, ребят, вопрос холиварный, но в оптимальном билде мы будем использовать что-то вот номер 6 колес, на который у меня есть тест, который стоит $1500. На Envelo туда идут, Farsport. В общем, китайцы сейчас делают действительно Craft Wheels, очень крутые премиальные колеса, которые ничем не уступают американским и европейским брендам в 2-2,5 раза дороже. Но вот все равно цена будет примерно $1400-1500 за колеса. Вот в любом случае меньше за вот самый сейчас пик перформанс китайских колес не получится. Это будут офигенные колеса, что-нибудь типа 50-55 глубины, весом 1300 и меньше. То есть это будет действительно гоночные потрясающие колеса с внутренней шириной 24-25, с внешней 30-34. В общем, классные современные суперколеса. Ну вот, давайте для примера возьмем, вот вчера только смотрел на Envelo, новые колеса, у них есть 58 White серии, White, потому что внутри они широкие. Условно там на титановых втулках будет стоить и весит меньше, там, в районе 1400 грамм, не помню точно, это не важно, да, ну 1400 будет, да, вот колеса, вот здесь написано на Envelo, это не принципиально, да, столбики перепутал. В оптимальном мы, конечно, полезем во что-нибудь более бюджетные, те же самые, например, Elite Wheels или кастомную сборку, которую вы можете заказать, например, да, купив обода, сами спицы и все остальное, и тоже получить офигительную вещь. Вообще самосбор реально намного дешевле получается. Но я думаю, что вот в рамках, давайте будем считать, что мы очень прям считаем бабки, мы прям супер разбираемся и так далее. Вот самосбор можно сделать за $900. Это будет практически то же самое по характеристикам, что на Envelo за 1400, тоже глубокие, легкие, на хороших втулках, в общем, примерно $900 будет выходить. Назовем это самосбором, то есть все-таки я не хочу, чтобы мы здесь покупали какие-то Elite Wheels среднего качества, самостоятельно собрать будет дороже. Ой, круче. Ну, все, собственно говоря, вот это вот основа, да, любого велосипеда. Дальше начинаются уже нюансы. Это обмотка руля, это седло, это bottle cage, это резина, покрышки, я имею в виду, конечно, в первую очередь. Хорошие покрышки, мы с вами знаем, они стоят там от 60 до $100. Все-таки, если вы хотите гоняться, что-то хуже, чем Continental, GP5000 или Vittoria Corsa Pro, или, не знаю, да, Pirelli P-Zero ставить нет смысла, там, Schwalbe G1, то есть все, как бы, все эти покрытия, они в любом случае стоят достаточно дорого. Но седло то же самое, да. Хотите 3D-принтить седло, оно стоит $500, китайское 3D-принт седло стоит $50. В любом случае, как бы, на каких-то вещах не экономит. Да, все-таки $150 в любом случае будет стоить хорошие покрышки, как ни крути. То есть $150. Плюс по мелочи, по всему остальному, вот в круто мы добавим еще плюс $300 на всякие классные штуки, а в оптимально добавим плюс $150. Чтобы вы понимали, разница, если честно, по весу между этими билдами по итогу будет грамм 200. Это примерно, в зависимости от вашей ростовки, там, чем больше ростовка, тем тяжелее велосипед, ну, ничего не поделаешь. Это вот без bottle cage, без педалей будет весить примерно там 7,2, может быть даже 7. Это будет типа 7,4, 7,2. Вот что-нибудь в таком размере, очень сильно от колес зависит, от размера зависит, но это все будет как бы без педалей, без bottle cage, без Garmin Mount, вот без этих вещей, это будет весить там прям около 7 все. То есть это будет крутой, реально супер билд. Даже, я думаю, там, если чуть заморочиться, он и меньше 7 будет, зависит от вас. В общем, вот такая получается математика, давайте считать. 2500 плюс 1400 плюс 1400, вот плюс 150 плюс 300, да, получается 5750. Это как бы про крутой билд, который прям вот на уровне супер топа. И здесь, соответственно, у нас получается минус от этого, ну, то есть от этого все, это еще дешевле получается, конечно. 2 hours later. Итого, у нас получился на 105-ке более бюджетный самосборный билд за 4500.
И такой оптимальный, который прям самый крутой, за 5750. Почти $6000 в случае одного билда и почти там, $4500 в случае другого билда. Тут как бы за эти деньги можно много чего купить. Можно Ладу подержанную купить за это, да, или там Volkswagen Polo. С другой стороны, мы же говорим о том, что это велосипед, который конкурирует и может соревноваться с самыми крутыми велосипедами в пелотоне. И это велосипед, на котором вы будете себя чувствовать настолько же круто и настолько же уверенно, как ваши там коллеги, которые будут ехать на Pinarello Dogma или на новом Trek Madone или на Specialized SL8, S-Works, какого-нибудь красивого белого или вишневого цвета, да и на любом другом велосипеде. То есть вы получаете, по большому счету, крутейший гоночный болид, который ничем не уступает по характеристикам, по скорости самым дорогим европейским моделям, которые стоят за 10 тысяч евро. Даже Canyon, который очень крутой по соотношению цена-качество, стоит там 9,5 тысяч долларов, его еще нужно привезти, собрать все остальное, да? Это все равно намного дешевле. И это легче будет билд, чем Canyon на Ultegra, например. Абсолютно нет у этого велосипеда конкурентов на текущий момент из тех, что я пробовал, потому что, конечно же, существуют еще китайские Sikasphere, Winspace T600 по схожей цене, X-Lab, на котором ездит Астана в Pro-туре, производитель, основные вот эти вот конкуренты китайские. Но вот здесь вот из того, что я пробовал, блин, ребята, если вы спросите меня взять за 6 тысяч долларов Specialized SL8, не S-Works, а какой-нибудь эксперт, там, да, он получается, или Pro на ролловских карбоновых колесах, все равно, да, но как бы тоже на Ultegra, но он будет весить больше, это будет не S-Works-ская рама. Конечно, вот это с точки зрения спортивного перформанса велосипед выглядит намного интересней. То есть именно как гоночный, спортивный велосипед, на котором можно, нужно и побеждать, это прям офигительный вариант. И более того скажу, друзья мои, если бы Тадей Погачар ехал бы тур на Evolve Sim, я уверен бы, что он тоже бы выиграл и вообще бы не обломался, и, возможно, даже еще быстрее бы ехал, чем на современных Colnago. Хотя Colnago, конечно, Y1 RS выглядит тоже очень интересно, новая модель. Я не знаю, что еще добавить. Мы с вами посчитали экономику, посчитали, сколько может стоить этот велосипед. Понятно, что можно выкрутить цену его до бесконечности, просто, например, поставив на него какие-нибудь Syncross или Scope колеса, которые одни стоят 5000 долларов, и уже можно улетать в космос. Но мне кажется, что с точки зрения именно вот как бы оптимального спортивного суперболида, который на равных может гоняться с монстрами европейскими за 10 плюс тысяч евро, Pinarello Dogma 15 тысяч евро, Specialized Armac SL8 новый 12 тысяч евро, Canyon 10 тысяч евро. То есть это как бы существенно 5 тысяч евро в максимальной комплектации. Ну что, давайте подводить итоги. Для кого этот велосипед, насколько он хороший и так далее. Мне эта рама понравилась. Я считаю, что если закрыть глаза, не думать о бренде, а просто посадить меня сначала на SL8, а потом на Evolve Sim, я не смогу, наверное, найти каких-то значимых отличий. Она достаточно комфортная, при этом жесткая, она классно едет. У меня есть вопросики к их рулю. Я бы, наверное, все-таки поставил Tavella, который у меня сейчас стоит на тормаке. Кстати, Tavella тоже китайский руль, в общем. Но в целом это действительно премиальный, очень крутой велосипед. Так для кого же он? Той магии бренда, которая есть у компании Specialized или у S-Works, конечно, у компании Evolve пока что еще нет. Они только начинают свой путь в велоспорте и не создают того же впечатления, когда вы видите велосипед S-Works, вы сразу понимаете, что это стилек, это вкус, это как бы как BMW M-серии, Mercedes AMG. В общем, это дорого, это круто, это премиальные технологии, которые находятся на передовой. Вот по этому велосипеду сложно сказать, что он настолько крут. Не визуально он не выделяется, он очень сдержанный, очень элегантный, такой какой-то скандинавский дизайн в нем, да. Ни маркетинга у них пока нет такого, который бы подтверждал или постоянно кричал с каждого угла, что это действительно премиальный, топовый, очень быстрый, жесткий, классный велосипед. Но я считаю, что если вы хотите получить офигительные качества за очень адекватные деньги, это прям, блин, классный вариант. Поменял ли я бы свой SL8 S-Works на этот велосипед? Это сложный вопрос, друзья. Я не знаю, если честно. Я не знаю. У меня нет на него ответа. Действительно, на меня произвело очень положительное впечатление эта рама. Действительно, как говорят другие люди, которые тестируют ее, ну нет пока истории пробега у этой компании, у этой модели для того, чтобы сказать, что
и через 5, 10, 20 тысяч километров она будет также хорошо ехать, ничего не лопнет, ничего не треснет. Вроде бы по качеству сборки, вроде бы кажется, что все сделано хорошо, но кажется и проверка временем — это две немножко разные вещи. Я бы сказал так, этот велосипед еще не вызывает каких-то супер ярких визуальных эмоций у наблюдателей, у людей со стороны. То есть никто, увидев этот велосипед, не подбегает и не спрашивает: боже, что это такое, почему он так офигительно выглядит. Он очень сдержанный, очень элегантный, как я сказал, уже скандинавский такой прям вот минималистичный дизайн. Но мне кажется, что если правильно подбирать компоненты, по большому счету можно за значительно меньшие деньги собрать аппарат, который ничем не будет уступать тому же S-Works SL8 за значительно меньшие деньги. И мы уже делали с вами в этом видео обзор, что по деньгам, какой лучший билд будет для этого велосипеда. Я не знаю, что будет дальше, я не знаю, какие дальше рамы будет выпускать компания Evolve, я не знаю, как эта рама поведет себя в будущем, но за $2200 это офигительная рама. Я еще толком не пробовал раму от компании Sikasphere, но из всего остального, что я пробовал, это, наверное, самая крутая китайская рама, которая попадалась мне в руки. И я считаю, что это, конечно, огромный прорыв, потому что за эти деньги, за которые они продают вот эту раму, ничего сопоставимого больше я не видел. Вот такое у меня мнение, друзья. Очень интересный велосипед. Я оставлю его себе, я не буду его продавать, я буду смотреть, как он себя ведет дальше. Я, наверное, сменю эти Envy колеса на какие-нибудь крутые китайские колеса. Я постараюсь такой сделать из него идеальный, самый топовый перформанс, премиальный китайский продукт для того, чтобы тестировать все самое новое, что выходит на рынке Китая, и пробовать на себе, сравнивать с западными брендами. Мне действительно нравится то, что сейчас происходит. Я вижу огромную конкуренцию, которая растет на рынке производителей велосипедов. Я понимаю все нюансы, что у них нет офиса продаж, что вопрос гарантии, как возвращать раму по гарантии, если что-то произойдет не так. Много вопросов остается открытых, на которые ответы мы можем получить только через полгода, год, 2 года использования бренда. Но вот пока это крутой пример очень высокого качества во всем. В том числе в сервисе, потому что отвечают мгновенно, прислали быстро, упаковка великолепная. Я не знаю, что еще сказать. Мне очень понравился этот велосипед. В отличие от большинства китайцев, которые я тестировал, это не компромисс. Это действительно офигительный, очень крутой велосипед, который может абсолютно на равных, без всяких «но» и без нюансов, тягаться с самыми топовыми американскими, западными, европейскими и там, не знаю, другими азиатскими брендами, которые в 2-2,5 раза дороже. Я сейчас говорю в первую очередь про раму, потому что оборудование, оно может быть разным. Вот такие мысли, друзья. А вы что думаете? Напишите обязательно в комментарии, вы бы себе такого зверя купили или все-таки подкопили бы и взяли бы Specialized просто SL8 или, может быть, вообще что-то другое взяли. Обязательно напишите в комментариях. Это точно не дешево, это не дешевка, это не то, что мы выбираем только из-за цены. Это уже премиальный продукт, за который нужно заплатить большую цену, но который по-прежнему сильно меньше, чем цена у аналогичных по качеству и по перформансу производителей. С вами был Физкультурник, друзья. И помните, что вообще не важно, какое у вас оборудование. У вас велосипед какой-то вам от деда достался, или вы покупаете самые топовые. Это не имеет никакого отношения. Едет всегда наездник, а не велосипед. Тренируйтесь, получайте удовольствие, кайфуйте, катайтесь, получайте, в общем, максимум от этой жизни берите. А это всего лишь игрушки, друзья мои. Если можете позволить себе в них играть, классно. А если нет, да и хрен ты с ним, друзья мои. Главное просто получать удовольствие от жизни, наслаждаться ей и делать то, что вам нравится. Нравится? Покупайте. Не нравится? Не покупайте. Главное, друзья, кайфуйте. Это самое главное. В общем, ладно, давайте будем на связи. Увидимся с новыми обзорами. Пока-пока.